Вчера утром умер Папа Римский Франциск. Его жизнь не была такой, какую обычно ведут в его сане, а его смерть запустила механизм, который определит будущее католической церкви, как во многом и миллиарда с лишним ее последователей. Сегодня это обсудим. Профиль это не наш, конечно, но мы изучили много материалов на эту тему и собрали для вас самое интересное. «11 февраля 2013 года в Риме произошло событие, каких не случалось уже больше 700 лет. Папа Римский Бенедикт XVI сообщил пастве, что уже стар, болен, а потому отправляется на покой. Это был тяжелый момент для католической церкви. Она тогда была в центре нескольких скандалов. Одна за другой в паблик просачивались истории о сексуализированном насилии со стороны католических священников. Кроме того, у европейских организаций, которые борются с отмыванием денег, было много вопросиков к Ватикану насчет его казны и непрозрачности финансовых операций. Случился даже детектив. Камердинер папы украл его переписку и передал журналистам. Пресса тогда просто взорвалась обвинениями в коррупции, кумовстве и других грехах. Моральный авторитет церкви был подорван, доходы упали. Словом, неудивительно, что очень пожилой папа Бенедикт решил, что, мол, с него хватит, и ушел в отставку. В Ватикане начали срочно проводить старинные ритуалы, и спустя месяц в Сикстинской капелле собрался конклав – совещание кардиналов католической церкви, которые должны были выбрать нового папу. И перед этими 115 кардиналами выступил аргентинский архиепископ Хорхе Марио Бергольо с очень короткой речью. Церковь призвана выйти за пределы самой себя и отправиться на окраины, не только географические, но и экзистенциальные. Туда, где есть тайные грехи, боль, несправедливость, невежество, духовная нищета и несчастье. Словом, Бергольо призвал коллег перестать думать, как бы сохранить благополучие церкви и заняться помощью тем, кто страдает. И, видимо, подобрал правильные слова. На второй день проведения конклава его и избрали римским папой. Это был первый папа не европеец за более чем 1000 лет, из страны глобального юга. Папа, который намеревался служить в духе скромности и милосердия. Став папой, он взял себе имя в честь святого Франциска, который известен заботой о бедных. Вместо красного бархатного облачения папа Франциск вышел на балкон собора Святого Петра в простой белой рясе. Ювелира, который делал для него кольцо рыбака, символ папской власти, Франциск попросил использовать серебро вместо золота. Он отказался жить в роскошных апартаментах в Апостольском дворце, выбрав комнату в доме Святой Марфы, по сути в гостинице неподалеку от собора Святого Петра. Словом, в Ватикане началась эпоха евангельской простоты, насколько возможно простота, вместе до самой крыши, набитым сокровищами. Хорхе Марио Бергольо родился в 1936 году в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Католическим священником он решил стать, когда был еще подростком, в возрасте 22 лет, и присоединился к ордену иезуитов. В 1969 году был рукоположен, то есть стал священником. А уже в 1973 стал главой ордена в Аргентине и Уругвае. Это было непростое время. Правящая военная хунта Аргентины расправлялась с теми, кто выступал против их власти. Более 30 тысяч граждан были убиты или пропали без вести, в том числе 2 священника, критики режима из ордена иезуитов. Отца Бергольо обвинили в том, что он сделал недостаточно для их защиты, а его собратья по ордену утверждали, что он чересчур жесткий, авторитарный и снимает с должностей тех, кто с ним спорит. Словом, головокружительный взлет молодого главы ордена прервался. Его отправили на должность простого священника в Кордову, большой город вдали от столицы. И там отец Бергольо вел скромную жизнь, слушал исповеди, служил мессы для бедняков. Спустя больше 10 лет Бергольо снова назначили в Буэнос-Айрес, где он стал сначала вторым епископом города, а потом и архиепископом. И даже на этих должностях сохранил аскетизм. Отказался от роскошных резиденций, жил в простой квартире, ездил по городу на автобусе и служил мессы не в столичных соборах, а в трущобах. И не изменил своим скромным взглядом, даже когда пришло известие, что папа назначил Бергольо кардиналом. Дальше поговорим о планах Бергольо на службе кардиналом, пока небольшая реклама. Сегодня хочу напомнить вам про свою книгу «История новой России» и про наш мерч «Худи до завтра». Книгу я написал в 2021 году, еще до войны. Она охватывает период нашей истории от прихода к власти Михаила Горбачева до 2011 года и протестов на Болотной. От диктатуры к автократии через демократию.
В книге описаны все ключевые события нашей новейшей истории, причем описаны коротко, просто, и для каждой страницы нарисована специальная иллюстрация. Тут можно понять, как проходила перестройка горбачевская, и что во время нее пошло не так, и про события 91 года, и про реформы Гайдара, и про Бориса Ельцина, как он пришел в России к власти, как защищал демократию, читая речь, стоя на танке, как избрался в 96-м и как передал власть Владимиру Путину. Также в книге описано все становление Владимира Путина, от питерской мэрии до мюнхенской речи, ну и президентство Медведева тоже описано. Книгу можно купить как в России, так и за рубежом. Еще у нас есть черный худи «До завтра». Если такой носить, то тем, кто меня смотрит, будет сразу понятно, что вы единомышленник. А все остальные ничего не поймут. Он сделан из качественного материала и не привлекает ненужного внимания. Купить все это в России можно совершенно легально, есть доставка. Оплата, правда, если с российской карты, будет через нашего телеграм-бота, не удивляйтесь. Мы всегда раньше принимали карточки напрямую, но сейчас это стало совсем уж сложно и дорого. Для банков в России мы слишком необычные клиенты. Так вот, заполняйте форму для доставки и увидите ссылку на бот. Дальше нужно кликнуть на нее, и там вам придут реквизиты, по которым нужно будет провести оплату. Потом отправляйте боту скриншот, подтверждающий оплату, и в течение 2-3 рабочих дней бот вышлет вам трек-номер. Если же у вас есть карта зарубежного банка, то все проще и вариантов больше. Вы сможете заказать футболки с цитатами из роликов, кружки, даже носки. Все это можно приобрести и с доставкой в Россию тоже. Так что заказывайте книгу и мерч по ссылкам в описании. Это один из наших способов финансировать канал. Ну и товары мы стараемся делать хорошие и интересные, так что покупайте. Продолжаем. Мы говорили о том, что Бергольо был назначен кардиналом. В 75 лет он планировал уйти в отставку, избавиться от всей административной работы, которой должен заниматься как архиепископ, и на пенсии служить беднякам. Даже отправил папе прошение об отставке. Но тут Бенедикт XVI сам решил уйти на покой, и отцу Бергольо, как кардиналу, пришлось лететь в Рим, чтобы принять участие в выборе нового папы. Но выбрали, как мы уже знаем, его самого. И завертелось. Папа сразу заявил, что при нем католическая церковь будет служить бедным и защищать нуждающихся. В первой же поездке он посетил итальянский остров Лампедуза. Этот остров с начала 2000-х стал местом, куда прибывали тысячи мигрантов из Африки. На нем был построен центр по приему беженцев, который большую часть своей истории был критически переполнен. При том, что беженцы часто погибали, так и не достигнув острова. Словом, адское местечко, хотя выглядит как рай. Папа Франциск опустил в море венок в память о людях, попытавшихся переплыть Средиземное море в поисках лучшей жизни. Все годы, пока был папой, Франциск поднимал вопрос бедственного положения мигрантов и регулярно ругался по этому поводу с Трампом, Орбаном и другими политиками. Первым же большим интервью, которое дал папа Франциск, он шокировал своих консервативных собратьев по церкви. Сказал, что католикам не мешало бы поменьше рассуждать об абортах и однополых браках. Как будто у них других дел нет. При этом сторонником абортов он, конечно, не был, считая их убийством и грехом. Но был готов прощать людям их грехи и принимать всех в католическую общину. Сейчас сложно представить, что до него католическая церковь отказывала в причастии разведенным, вступившим в брак во второй раз. Папа Франциск же фактически разрешил таким людям вернуться в церковь. Более того, разрешил священникам благословлять людей, состоящих в однополых союзах, что по меркам такой консервативной институции, как церковь, вообще революция. «Если человек гей и обладает доброй волей и стремится к Богу, кто я такой, чтобы судить его?» — сказал он в одном из интервью. Папа Франциск говорил о том, что следует пересмотреть позицию церкви и объявить смертную казнь недопустимой. В 2015-м он выпустил энциклику об угрозах изменения климата. Раньше церковь касалась вопросов экологии лишь вскользь, а вот папа Франциск выпустил церковный документ на 200 страницах, в котором критикует дикий капитализм, который разрушает сообщество и среду в бедных странах. Как раз тогда, в 2015 году, это было суперактуальной темой, вовсю шла работа с подписанием Парижских соглашений по климату. И энциклика многих мотивировала уделить внимание этой проблеме. А потом папа Франциск занялся налаживанием отношений с мусульманами. Съездил в Объединенные Арабские Эмираты, затем в Ирак. Служил там мессы, общался с мусульманскими священниками. Враждебность, экстремизм и насилие не рождаются в религиозной среде. Терроризм оскорбляет религию.
В 18 году Франциск столкнулся с самым серьезным вызовом за время своего папства. За несколько лет до этого в Чили католического священника Фернандо Карадиму признали виновным в педофилии. Жертвы насилия не удовлетворились тем, что наказали самого насильника и потребовали ответственности для церковного начальства, которое того покрывало. Учеником и другом Карадимы был чилийский епископ Хуан Бароса, который долгие годы делал все, чтобы отмазать своего наставника. Впервые узнав о жалобе на Баросу, папа Франциск вспылил и сходу отверг все обвинения, заявив, что епископ не мог покрывать такое преступление. Жертвы были ошарашены и оскорблены. На папу обрушилась волна критики. Да он и сам вскоре осознал, что обвинения должны быть доказаны, либо опровергнуты. Папа организовал расследование, и факты подтвердились. Франциск признал ошибку. Мы не знаем, как он дальше разговаривал с чилийскими епископами, но в итоге 34 из них подали в отставку после встречи, признав ответственность за уничтожение доказательств преступления и за отказ защищать детей от посягательств. Многие из этих прошений об отставке папа принял и сам извинился перед жертвами, признав, что был частью проблемы. Франциск и дальше занимался этим вопросом, провел саммит по сексуальному насилию в Ватикане, где обсуждали новые нормы и правовые стандарты ответственности внутри церкви. Проблема, надо сказать, не решена. Новые нормы часто игнорируются на местах. Но все равно это большой шаг вперед. Последние несколько месяцев папа Франциск болел. Когда-то в юности он подхватил пневмонию и чуть не умер, но его спасли, удалив часть легкого. Много лет после этого он вел активную жизнь, много и тяжело работал. В феврале этого года пневмония снова до него добралась. Он оставался в сознании и добром настроении до самого конца. Накануне смерти, в день Пасхи, он благословил верующих с балкона, но традиционное обращение к городу и миру за него прочел один из кардиналов. В понедельник, 21 апреля, папа Франциск умер. После смерти римского папы в Ватикане начинается череда ритуалов. Это очень древний, но хорошо отлаженный механизм, цель которого – обеспечить миру нового папу. Запускается он в момент смерти понтифика. Высшее должностное лицо Ватиканского двора, кардинал в должности камерленга, подтверждает смерть папы. Для этого он трижды громко зовет его, причем не папским именем, а тем, что было дано при крещении. Папу Франциска камерленга трижды назвал Хорхе Марио. Удостоверившись, что умерший папа не отзывается, камерленга снимает с него кольцо рыбака. Оно называется так, потому что апостол Петр был рыбаком, а римские папы считаются его преемниками. До 20 века кольцо рыбака служило еще и печатью, и потому ритуал включал в себя его уничтожение. Никто не должен ставить печать от лица умершего папы. В наше время, чтобы кольцо считалось потерявшим силу, достаточно крупной царапины, и камерленга наносит ее в присутствии свидетелей кардиналов. Затем камерленга берет на себя управление Ватиканом, пока власть не будет передана новому папе. По традиции, тело папы несколько дней выставляют для прощания в базилике Святого Петра. Проводятся публичные молитвы об усопшем. Назначается день похорон, обычно до 6-го дня с момента смерти. На церемонию похорон съезжаются мировые лидеры и тысячи людей из разных стран. Сама церемония длится 2,5 часа. После нее в той же базилике открывают дверь смерти, за которой находится склеп. Там гроб с телом папы запечатывают в свинцовом саркофаге. Однако папу Франциска похоронят не там. Перед смертью он отдал распоряжение похоронить его не в Ватикане, а в Риме, в церкви Санта-Мария-Маджоре, которую он особенно любил. Но вернемся к ритуалу. К моменту похорон в Ватикан со всего мира съезжаются кардиналы, которые примут участие в конклаве, выборах нового папы. Но кто такие эти кардиналы? Чем они отличаются от епископов и других священнослужителей? Кардинал – особая должность в католической церкви. Ее может дать только сам папа, и чтобы назначить нового кардинала, папе не нужны никакие согласования. И назначить кардиналом теоретически папа может не только епископов церкви, но и любого священника или даже простого мужчину-католика. Правда, такого уже давно не случалось. Обычно кардиналы – это выдающиеся епископы, показавшие преданное служение церкви. Те, кого папа счел достойными. Папа Франциск, пока был на Святом Престоле, назначил больше 150 кардиналов в разных странах, часто отдаленных, которые прежние папы обходили вниманием. Эти кардиналы будут впервые принимать участие в конклаве.
и есть вероятность, что они будут склонны выбрать папу, который будет открыт новому, как Франциск. А еще будет чуть больше 100 кардиналов, которых назначили предыдущие папы – Бенедикт XVI и Иоанн Павел II. Пока папа жив, кардиналы могут участвовать в специальном совещательном органе, который дает советы папе, и больше у них особых полномочий нет. Но когда папа умирает, именно кардиналы выбирают нового. Единственная оговорка – в выборах принимают участие только те кардиналы, которые не достигли возраста 80 лет. Сейчас кардиналов-выборщиков, по разным данным, от 135 до 138 человек. Поначалу процесс выборов похож на конференцию или съезд политиков. После похорон для кардиналов проводятся несколько собраний, которые называются генеральными конгрегациями. Там идет предварительная работа. Кардиналы произносят речи, обсуждают проблемы и состояние церкви и, разумеется, неофициально делятся соображениями насчет кандидатов на папский престол. Во время конгрегации проводится первое голосование. Выбирают день, в который начнется, собственно, сама процедура выборов – конклав. Ее назначают примерно через 2 или 3 недели после смерти папы. Судя по всему, грядущий конклав начнется в начале мая. В этот день кардиналы, имеющие право голосовать, соберутся в Ватикане, и их запрут на ключ в Сикстинской капелле. Собственно, слово «конклав» и означает «под ключом». Пока папа не будет выбран, кардиналы не смогут контактировать с внешним миром, даже записками или телефонами. Каждый день будет проводиться 4 голосования, пока один из кардиналов не наберет 2/3 голосов. Если после 4 туров этого не произойдет, кардиналов проведут под конвоем в дом Святой Марфы, специальную гостиницу для таких случаев, а утром снова приведут в Сикстинскую капеллу. И это мягкие современные условия. Ведь сейчас считается, что нельзя мучить по большей части пожилых людей, добиваясь от них результатов голосования. В середине века никаких гостиниц не было. Были ситуации, когда кардиналы не могли договориться годами, и при этом их не выпускали из собора, где шел конклав. Однажды горожане разобрали крышу собора, чтобы на упрямых кардиналов лился дождь. Перестали давать им еду, кроме хлеба и воды. И только так удалось получить имя нового папы. Скорее всего, по срокам это не наш вариант. Последние несколько раз конклавы не длились дольше пары дней. Кардиналы голосуют, записывая имя выбранного кандидата на пергаменте, который опускают в большую чашу. Потом один из них достает по очереди все карточки, зачитывает и подсчитывает голоса. Если победитель не определен, все карточки кладут в печь, смешивают со специальным составом и поджигают. Ну а дальше всем известно. Из трубы Сикстинской капеллы идет черный дым, и люди, собравшиеся на площади, понимают, папа не избран. Если около полудня черный дым поднялся дважды, люди понимают, оба утренних голосования прошли впустую и расходятся. Чтобы вернуться около 7 вечера, когда начнутся 2 поздних голосования. Кто же будет выбран папой? Интересный вопрос. Строго говоря, правила позволяют выбрать кого угодно, лишь бы был мужчиной и крещен в католической вере. Но уже столетия не случалось, чтобы кардиналы выбрали кого-то не из их круга. Когда у голосования появляется победитель, его спрашивают, принимает ли он свое новое звание. Тот отвечает, что принимает, и кардиналы преклоняют колени перед новым папой. А в печи сжигают дрова с другим секретным порошком, от которого из трубы идет уже белый дым. Тогда площадь Святого Петра начинает ликовать, потому что новый папа избран. Но никто не расходится, ведь сейчас они узнают имя нового папы и услышат его первое обращение. Избранного папу облачают в новые одежды и провожают к центральному балкону собора Святого Петра. Старший кардинал говорит собравшимся: «Хабемус папам! У нас есть папа!» и называет его новое папское имя. А потом новый понтифик впервые говорит с людьми от имени всей католической церкви. Сегодня наш канал решил сделать передачу про выборы главы Римской католической церкви. Не наш, конечно, профиль. Это институция, которая за 2000 лет вырастила себя с нуля, стала одной из самых влиятельных сил в мире, а потом утратила большую часть этого влияния. Когда-то церковь могла на равных выступать против могущественных королевств. Когда-то, по ее слову, начинались походы и войны. А теперь почти во всем мире церковь отделена от государства. Влияние ее в основном символическое. Так зачем же нам на политическом канале обсуждать церковь? В том числе, чтобы вспомнить, как много могут институты. Надежные, из раза в раз повторяющиеся механизмы.
скрепляющие передачу символической духовной власти с помощью привычки, традиции и отсылки к воле высших сил. Потому что в наше время власть папы держится только на этом. На вере миллиарда с лишним людей в то, что все сделано правильно, и полномочия святого Петра переданы его новому представителю, к которому теперь будут прислушиваться все католики. Да, не подчиняться беспрекословно, но прислушиваться. И иногда принимать его мнение к сведению. А еще мы об этом решили рассказать, затем, чтобы подметить важную деталь. Даже тысячелетние институты и бессмертные ритуалы все время меняются. Когда-то больше, когда-то меньше. Один папа просто позволяет поцарапать кольцо, имеющее историческую ценность, вместо того, чтобы расколоть его надвое. Другой проводит реформы, меняя дух церкви, адаптируя ее к новому времени, в котором она может развиваться, а не быть пережитком прошлого. Эта история совсем не обязательно заканчиваться со смертью папы Франциска. Кардиналы, которых он ввел в конклав, вполне могут продолжить его дело. Когда выберут нового папу, еще раз об этом поговорим. До завтра.